Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Настя. Сегодня мой заключительный день в Калининграде. И если вы не видели ролики из предыдущих дней, очень советую это сделать. А в планах на сегодня поход в музей Мирового океана и поездка в Светлогорск. Беру вас с собой. Утренний Калининград сегодня вот такой. Хочу поделиться тем, что меня очень удивило в Калининграде, и это отсутствие людей. Не знаю, где калининградцы проводят свободное время, но ни на набережной, ни на ярмарках. Никого нет. Возможно, там действительно одни туристы. Я привыкла к толпам у нас в Ростове, что у нас никуда не сесть без брони, по крайней мере, в выходные. Здесь улицы пустынные. Очень меня удивляет. Сегодня мы завтракаем в месте, которое видно из нашего окошка. Вот так они красиво украсили свой вход в стиле цирка. Я взяла фирменные сырники с необычной подачей и батч. А у мужа здесь маковые панкейки и очень вкусный какао. Мы добрались в Светлогорск, пришли на пляж, точнее спустились на фуникулере. Здесь такая красота и очень много чаек. Видишь, что тут в этих ножках чаечных? Точно, чайник прикольный. Да, что-то у них есть.
Детские, конечно. Никогда раньше не видела такой автомат, который продает разные казинаки, кайфулики. И птички поют как раз. Наступил вечер, зажглись огоньки, и город стал прям сказочным. Такой небольшой туман еще добавляет атмосферы. Создается ощущение какой-то альпийской деревушки. Очень мне понравилось, очень атмосферно. В наш финальный вечер в Калининграде пришли в чешский ресторан. Выглядит достаточно аутентично. Заказали блюдо чешской кухни. Попробуем. Очень интересно, понравится нам или нет. Вот такие огромные порции нам принесли. Аппетитный шницель, кнедли и свинину с вертела запеченную. Выглядит очень вкусно все. Для миллениалов, которые мечтали получить письмо из Хогвартса, наверное, они все здесь собраны. Мы нагулялись, вернулись в отель, сил уже не осталось никаких. Это был наш последний день. Завтра рано утром мы улетаем в Москву. Проведем сутки там. Возможно, что-то смогу вам показать, возможно, нет, если будут большие толпы везде. Хочу поговорить о своих впечатлениях от Калининграда. Я многого очень ожидала, смотря разные влоги, фото. Но, честно говоря, мое впечатление оказалось еще лучше, чем я думала. Очень красивый город, настоящая зимняя сказка, поэтому мы специально ехали в декабре, чтобы прочувствовать эту всю атмосферу. Действительно, есть ощущение, как будто ты побывал в Европе. Я в последний раз там была в 2020 году, в декабре как раз, и очень скучала. Но здесь абсолютно не хуже, зато есть вот эта наша душевность. И все, конечно, понятно, родное, так что я искренне советую приехать в Калининград. Тем более, если вдруг вы давно хотели, возможно, это ваш знак, что нужно это сделать. Кстати говоря, меня отговаривали от путешествия в декабре, говорили, что, скорее всего, будет очень ветрено, из-за этого будет холодно, лучше не рисковать, но мы рискнули, потому что я хотела именно поехать в новогоднюю сказку. Но, может быть, повезло, может быть, нас зря пугали, но вот в первый день было прям очень тепло и комфортно. Сегодня единственный такой достаточно холодный день, когда мы стояли в очереди в этот музей «Планету Океан». Там не пускали до определенного времени, минут, наверное, 15 мы стояли на улице, и я прям замерзла. Но во время прогулки достаточно комфортно все ощущается, так что не бойтесь, если вдруг вам тоже скажут, что в декабре будет плохая погода. Мы смотрели прогноз и до нашей поездки, и после. В целом все абсолютно приемлемо. Спасибо, что посмотрели мой влог. Как там можно сказать, подписывайтесь, ставьте лайк, и, возможно, смогу еще что-то показать вам.